Здравствуйте, дорогие друзья, на канале двойная порция. Вытяжки на кухне есть в каждом доме. Они загрязняются жиром, пылью, нагаром и так далее. И свисают таким желтым пыльным налетом. Сегодня я покажу вам средство, которое на 100% очищает жировой фильтр вытяжки, не портя его цвет и форму. Всем известно, что каустическая сода, либо любой жироудалитель действует на алюминий губительно, в связи с чем он темнеет. Перкарбонат натрия 100%. Сегодня на нашем обзоре. Погнали тестировать. И для начала мы снимем нашу вытяжку. Она у нас снимается довольно просто, вот таким вот обычным нажатием. И что мы с вами видим? Вот такой вот грязнющий фильтр. И вот в таком вот он состоянии, посмотрите. Здесь можно вот так вот скатывать катушки прям. Вот, видите? Смотрите, что происходит. Открываем наш перкарбонат натрия. Это обычный, как называемый, кислородный отбеливатель. Продается в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и так далее. Берите любой самый дешевый 100% перкарбонат натрия, и будет вам счастье. Единственное, что активируется он при температуре более 90 градусов. То есть мы с вами вот так вот засыпаем наш фильтр. Да? Вот так вот фильтр прям давайте обильно насыпем. Мы же с вами, как говорится, тестируем. Так, первые пузырьки пошли, этого нам в принципе достаточно. Здесь уже есть около 90 градусов. И давайте мы с вами прямо так вот его и заливаем. Все, вот таким вот образом. 1,5 литра и 25-30 граммов средства нам в принципе будет достаточно. Давайте замерим температуру. 65, но уже остыла вода чуть-чуть. 64, 65, 61, 62. Но, тем не менее, заливали мы с вами кипятком. Все, посмотрите. Все шипит, бурлит, кипит. И вот так вот губочкой немножко потрем. Сейчас все это растворится. И оставим мы с вами до полного остывания все это замачиваться. Можно вот так вот аккуратненько губкой, не обжигая руки, вот так вот чуть-чуть потереть. То есть сейчас уже заметно, что фильтр в принципе уже блестящий и довольно-таки чистый. Посмотрите. У вас, дорогие подписчики, мы готовы на все. Посмотрите. Ну, я думаю, уже было заметно, что вот здесь вот, где мы чуть-чуть потерли, уже все вычистилось. Посмотрите, из фильтра вылетает грязная вода. Смотрите, вот так вот если на него надавливать. Вот такой вот удивительный способ. Ничего тереть не надо, фильтр не портится. Все, оставляем позамачиваться минут на 10-15. Вода немножко остынет, потом мы губочкой все это хорошенько почистим. Все, и вот так вот аккуратненько мы с вами. Посмотрите, вот. Видите, какой жирный налет. Сейчас мы его с вами вот так вот, раз, и все. И все чистое. И самое, что главное, наш фильтр не потемнел, не испортился. С алюминием все в порядке. Все, а теперь просто горячей водой вот так вот его промываем. Хорошенько, потому что внутри у нас остались остатки средства, остатки жира. Таким вот образом он хорошенько промывается. Можно сначала с одной стороны промыть, сбить всю грязь, а потом с другой. Чисто гипотетически можно считать, что фильтр в принципе идеально чистый. Сверху никакого жира, никакого пыльного налета нет. Он довольно-таки такой хрустящий, не жирный. Но давайте мы с вами это немножко опровергнем. Смотрите, в каждом фильтре есть вот такие вот болтики по бокам. Давайте мы их с вами выкрутим. Обязательно второй. Вот таким вот образом мы с вами сможем спокойненько снять нашу сетку из фильтров. И давайте теперь посмотрим, как и очистилось ли вообще. Посмотрите. Видите, какое количество пыли, грязи все-таки остается внутри, даже после нашей чистки. Вы можете увидеть это, если посмотреть на свет. На свет, либо сбоку.
И вот так, какие бы средства не рекомендовались профессионалами своего дела, пока вы, либо мы не разберем фильтр целиком, не увидим всю грязь, которая там присутствует. Сейчас мы все это повторим с этим средством перкарбонат натрия, вычистим все до идеального блеска и покажем вам готовый результат. Все, и заливаем прям крутым кипятком еще раз. Так, в этот раз температура у нас получилась побольше. 80, 81, 80, 80, вот. И шипение в этот раз гораздо сильнее. Вот так вот, прям сразу мы с вами приступим к очищению. Вот обычной вот такой щеткой. Смотрите, сколько грязи вот тут вот. Вот на стенках, на боках, посмотрите, вот. Сколько жира вымывается. Вот такое вот количество грязи у нас вышло со второго раза. Даже больше, чем с первого. Посмотрите, просто клочки жирного налета и пыли. Посмотрите, вода черная просто, обалдеть. И вот до такого состояния мы смогли отмыть фильтр. Да, здесь немножко я его подразобрал, даже залез вовнутрь. Но, тем не менее, вот такой вот он чистый, прозрачный, посмотрите. Все, что в магазинах говорят, что это сделать невозможно, все возможно. Главное иметь отвертку и желание. И вот такой вот внешний фильтр, который просто блестит чистотой. Он как новый. Да, есть, конечно, какие-то места вот здесь и здесь, в которые мы, грубо говоря, не добрались. Здесь они немножко желтоваты, но на работоспособность и скорость фильтрации это никак не влияет. И вот такой вот абсолютно чистый и практически как новый фильтр у нас с вами получился. Я сквозь него вижу даже камеру и свет, и на просвет он довольно-таки чистый. Есть местами вкрапления, конечно, вот здесь одно, немножко вот тут и вот здесь. 4-5 мест, где мы не смогли подобраться и вычистить весь жир до состояния нового фильтра. Но тем не менее фильтр теперь практически как новый и работать будет еще около 1,5 лет. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии, ведь у нас здесь самые интересные обзоры и тесты и полезные советы. Пока!